Всем привет! У нас заканчивается последняя третья неделя континентальных боссов, и пришло время отбивать босса Виктора. Будем бить его через команду Ледяного Взрыва, и также будет представлен вариант через неустрашимость, там герои без пробуждений, но тем не менее урон наносят неплохой. Босс у нас наносит пониженный урон в зависимости от того, сколько на нем дебафов висит. Это тоже очень важно, мы сейчас это тоже разберем. И также важный момент, что мы тут будем себе стакать атаку до 50% за счет того, что мы будем сопротивляться негативным эффектам, которые накладывает босс. Ну что ж, погнали, разберем команды. Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом по очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин, в ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гелиолит. В качестве саппортов будем здесь использовать Филосию через сопротивление. Также давайте сразу разберем замены по героям. Первое, это если у вас нет совы, либо нет Этерил, то ставим в принципе Зорока. Но без Этерил будет сложнее стоять, потому что она накидывает очень много дебафов. И с ультимейта, и снежинка, и еще и сугроб, плюс разлом. Поэтому босс по нам наносит меньше урона. Поэтому если есть Этерил, то обязательно ставим ее. Если нет, то Зорок оно будет тяжелее. Придется связь стихий качать. Кстати, по поводу связи стихий не забываем на сопротивление качать ветку, потому что многие это забывают, так как особо льдом мы не играли. И у многих она осталась не вкачана. Также у меня на деф еще вкачана на 4 и взял урон. Деф не стал качать дальше, потому что и так они у меня в принципе нормально живут. За счет чего живет Этерил вообще непонятно. На весь бой стоит без каких-либо подхилов. Да, по хп она проседает, но доживает до конца. Если у героев Ледяного Взрыва есть талант на подхил, и они в принципе хилятся и стоят за счет этого, то как стоит Этерил вообще непонятно. Это до сих пор какая-то загадка. Но она стоит без пробуд, без ничего, вот в таком виде. Далее, по поводу еще замен, если у вас нету ни совы, ни Этерил, то соответственно ставим Зорока и добавляем уже тогда саппорта. Причем самый лучший вариант в этом плане будет именно Дрейер. Он уже должен у всех быть, так как третья неделя идет. Почему именно он? Мы даем ему ракушку, команда с ним у нас будет 100% нормально стоять, так как он будет и штраф атаки накидывать, то уже босс будет меньше наносить по нам урона. Плюс это идет как дебаф, ну и соответственно разлом тоже будет очень часто с ракушки держать, это первый момент. Соответственно, что мы делаем? Вот эти таланты, допустим с Белдель, мы уже убираем, получается совы у нас нету, и берем вот этот талант. Так как мы раньше делали, в принципе, до появления совы мы брали вот эти вот таланты. Все это получается у нас будет заливка ледяными кристаллами. Следующее, что мы делаем? Также собираем его точность и сопротивление. И также даем кучу ускорения уже в допах, в рунах. Почему сопротивление? У него тоже есть талант на раздачу сопротивления. То есть это снимет нагрузку в принципе с Белдель. У меня сейчас 193 сопротивления. Получается 2 персонажа будут раздавать сопротивление на Белдель. То есть ну по сути ставим его, ну, грубо говоря, сюда, либо на место Этерил, потому что совы-то у нас нету, получается, соответственно, здесь никто стоять не будет. Или же, допустим, у вас здесь стоит же Зорок, если у вас нету двух героев, соответственно, здесь будет вставать Зорок, раздавать атаку и куда-нибудь сюда поставить Дрейра, он уже потом побежит и будет там стоять. Вот поэтому самый идеальный вариант это именно добавить второго саппорта, если нету ни Этерил, ни совы. Мы получим дополнительную раздачу сопротивления, получим подхил и получим дополнительные штрафы. Плюс разлом у нас уже будет тогда вешать не шина, как это могло бы быть, а будет вешать Дрейр. Соответственно, в атаку сможем собрать и в дамаг хоть какой-то и шину, и Зорока, чтобы они максимально бафали именно нашу Белдель. Ну и также, так как у нас будет 2 саппорта, у нас уже будет тогда не усиление атаки на 10%, а будем стакать и атаку, и крит урон на нашей Белдель. Только следите за тем, чтобы по атаке она перегоняла. Все, по заменам в принципе разобрались. Перейдем уже к моей команде, которая наносит топовый урон. Вот так вот у меня выглядит Белдель. В моем случае перчатка именно с этого сета, потому что Этерил вешает много дебафов. Соответственно, очень хорошо сюда данная перчаточка зайдет. Именно я сейчас про сет. Неважно, перчатка это либо броня, у кого там что есть, соответственно, на шанс крита. С допами в защиту не получилось. Одел там, где есть сопротивление. Тут, в принципе, пытался
на атаку шапку одевать, но на пробив все-таки лучше. Прям на порядок больше урона именно на пробив, ну и соответственно коса. Вот именно с такими верхами лучше всего у меня получается нанести урона. В идеале, конечно, крит урона поменьше и шанс крита побольше, но так как я через неустрашимость играю, у меня основные шмотки это именно крит урон, атака, поэтому белка выглядит как-то так. Далее Этерил, тут у нас атака, все на атаку, ускорение также в рунах, чем больше, тем лучше, плюс сет вот этот. Точности прям много не нужно, так как талант игнорирует сопротивление. Ну и не забываем, соответственно, тоже есть сопротивление нас собирать. 240 это прям вообще за глаза, так же как и точность. Все остальное гоним чисто в атаку. По поводу выживаемости я уже сказал, я вообще не понимаю, как она живет, но живет до конца. Это интересный герой. Далее Филосия, тут все на щиты, просвещенность, сопротивление. Таланты используем вот эти, обязательно раздача сопротивления, плюс заливка. По поводу ускорения тут не принципиально, так как тайминги мы и не ставим. Просто чем больше, тем лучше, в принципе, как-то вот так. Ну и рога оленя. Без каких-либо талантов на щиты они, в принципе, так стоят неплохо. Пригунда, если нет артефакта эксклюзивного, то в принципе можно поставить сферу и тем самым мы усилим щиты от нашей Филосии. Можно в принципе местами поменять, там не столь важно, просто если есть, конечно, X-Art, то конечно круто. Очень много урона дает, плюс уменьшение урона, что помогает нам выживать. Основные характеристики у нас упор именно в шанс крита, остальное уже берем на крит урон. Ну, в принципе у меня и того здесь много получилось. Таланты вот такие, бронька на сапру и руна соответственно тоже. Все остальные шмотки чисто вот. По поводу перчатки, почему это? Просто из-за того, что хорошие допы. Здесь вот эта перчатка именно не обязательно. Просто ставим там, где самые лучшие проки на крит урон, ну и желательно, чтобы качество было миф плюс, чтобы прирост шанс крита был вот такой вот большой. Да, так особо значения данной перчатки не придаем. Ну и напоследок шина, тоже, так как она не в разломе, точность нам тут не нужна, сопротивление и все остальное в атаку. Делаем атаки, чтобы было чуть меньше, чем у Билдель, все остальное шанс крита, крит урон. Так вот у меня получилось все надеть, в принципе, ну, неплохая еще и шина получилась. Тайминги я здесь использую вот такие. Тут я просто стартую и все. И дальше она уже по КД там ультует. Это у нее получается, если учитывать кукольник, ну, примерно 15,3 откат. Плюс иногда съезжает, но ничего страшного. Ну и тут как-то вот так вот я выстрелил. В принципе, можно белку подвигать там вперед-назад. Мне почему-то на таком тайминге просто, не знаю, может быть так повезло, но урона больше получилось. Может быть рандом, может быть еще что-то, потому что все равно дебафы проскакивают от босса. Сапра у нас не идеально работает, так что пробуйте, как у вас будет лучше. И следующий вариант команды, тут уже через неустрашимость. Это чисто для тех, у кого проблемы прям вообще жесткие с ледяным взрывом и при этом очень слабая команда неустрашимости. То есть на Эргандера вообще не вариант идти, допустим, там дар без пробуждений. То есть имеет шанс пойти на Виктора данной команды. Это я делал заказ на прошлой неделе и в принципе команда так неплохо зашла, прям удивила своим уроном, учитывая, что у нас Женевьева на первом пробуждении, это считай, что нулевая, потому что вторая и пятая пробуды дают именно большие бонусы. Первая пробуда, можно сказать, ничего особо-то и не дает. Тут вообще какой смысл? Дар у нас с ракушкой и в кукольнике. Соответственно, он режет босса, штрафует его, чтобы мы получали меньше урона. Ну и чтобы босс особо там не раскочегаривался и не апал себе урон. Даем точность сопротивления нашему удару. Ну и, соответственно, вот эту шмотку тоже. Все, тут суть дара просто вешать постоянно разлом и не давать боссу часто ходить. В чем тут суть? Мы получаем атаку за счет того, что сопротивляемся негативным эффектам. То есть у всех героев нам придется ставить и руну, и броню на сопротивление. Да, броня тоже на сопротивление. Нам нужно будет где-то по 300 сопротивления иметь у всех героев. Вы подумайте, что мы теряем очень много атаки, да, за счет броньки, но другого варианта нету. И в принципе эту потерю, сколько там броня дает, плюс 60 там с копеечкой, мы это дело в принципе компенсируем тем, что нам даст босс. Соответственно, такой командой можно уже, ну, нормально ударить так по боссу Виктора. То есть атаку, которую мы потеряли, мы компенсируем бафом босса и набиваем уже нормальный урон. Но это если вы по какой-то причине не можете, либо у вас не получается бить Эргандера неустрашимостью. Поэтому да, лучше пойти ими сюда и уже отбить здесь. То есть абсолютно все герои у нас с сопротивлением. Также Кульвида на раздачу, тоже у всех сопра. Ну и точность тоже не собираем. Верха вот эти на скорость атаки. Плюс баф урона вокруг себя. Таривол, такая же история, скорость атаки и все в принципе на атаку, раздача атаки. Вот как-то вот так.
Ну, не забываем шанс крита ему. Ну и Настя, соответственно, тоже сопротивление и все, что у нас тут на урон есть, ставим. Просто ситуация какая, что с глубинным даром, который без пробуждений, идти на Эргандера, это тоже такая себе идея. Мы там потеряем очень много урона, плюс босс там будет вешать на нас штраф атаки постоянно. Соответственно, что там мы стоим под штрафом, что здесь мы ставим броньку, но тут нам хотя бы компенсируют за счет бафа, поэтому тоже как вариант, возможно, лучше пойти сюда, если у вас здесь в принципе не предусмотрена команда. То есть неустрашимость в принципе на Викторе набивает больше. Если у вас этот босс свободен, то лучше пойти тогда сюда. Но что делать тогда с Регандером, вообще непонятно. По таймингам. Тут я использую такие. Особо ничего замысловатого. Дар ходит каждые 15 секунд. Ну и у остальных уже вот такой вот цикл. Если ловите стан хоть на ком-нибудь, все, запускаем реролл. Стан не словили, все, значит урон набили. На этом в принципе все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Кому там что непонятно, пишите в комментариях. Всем пока.